Очень трудно не заметить знак, который висит на дверях городского приюта Davidson Sound Animal Shelter. Он гласит следующее: приют переполнен. Животное, которое вы приведете сюда, может быть гуманно усыплено в любой момент. Владелец 8-летнего Джаспера тоже заметил и прочел эту надпись, но на его намерение она не повлияла. Он привел своего пса в приют. Пока мужчина заполнял бумаги, Джаспер пытался спрятаться в ногах своего владельца. А не понимал, что место не сулит ему ничего хорошего. Волонтеры напомнили мужчине, что приют переполнен и Джаспер может быть усыплен в любое время. Если он одумается, может быть уже поздно. Мужчина сказал, что все понимает, нагнулся к Джасперу, снял с него поводок и ошейник. «Это для меня и моей жены на память о нем». С этими шокирующими словами он развернулся и ушел. Никакой особой причины для сдачи Джаспера в приют у мужчины не было. Пес был абсолютно здоровым. На вопросы волонтеров он ответил что-то очень невнятное о том, что его 3-летний внук не ладит с псом. Владелец Джаспера вышел из приюта, и песик начал скулить и пытаться бежать за ним, но тот даже не обернулся на него. Он был невероятно расстроенным. Сперва мы 45 минут успокаивали его, а затем поставили ему кроватку в моем кабинете, окружив угощениями и мягкими игрушками. Мы не хотели помещать его на ночь в вольер, ведь это могло сломать его полностью. Поэтому мы решили оставить его в гостевой комнате, говорит Женем, директор приюта. Женем понимала, что Джаспер не заслуживает такой судьбы, и попыталась ему помочь. Она пришла домой и разместила пост в Facebook с фотографиями и историей Джаспера, Ама. Утром ей позвонила Лори Лауримор, одна из основательниц Friends of Eden Animal Rescue, и сообщила, что готова приехать и обсудить принятие Джаспера. Но, как оказалось, не только Лори заинтересовалась песиком. Фотографии Джаспера в Facebook увидел Тревор Лауримор, 23-летний сын Лори. Он недавно стал жить отдельно и решил, что готов завести себе питомца. Лори направлялась в приют за Джаспером, когда ее сын позвонил ей и сообщил, что решил приютить песика. Она не могла поверить своим ушам и этому счастью. Бывший владелец Джаспера сказал волонтерам, что Джаспер очень застенчив и не любит ничего нового. Но, когда Лори вывела впервые его на прогулку, она поняла, это все вранье. Песик был невероятно рад новым людям, новой компании и этой прогулке в парке. После длительной прогулки пришло время отправляться в новый дом к Тревору. Джаспер спал всю дорогу на руках у Лори. Лори оставила песика у своего сына и через час написала ему, как проходит адаптация Джаспера к новому дому. Тревор прислал ей это фото и подпись: «Вместе лежим на диване и смотрим телевизор». Джаспер оказался прекрасным псом, который быстро освоился в новом доме. Первую неделю он был настоящим ангелочком, но затем решил немного напакостить. Главное, ни Джаспер, ни Тревор не расстроились по этому поводу. Теперь у Джаспера есть новая семья, новый дом и новый человеческий папа, которого он очень любит. У него впереди долгая и счастливая жизнь и больше никакого предательства.